Ага, тогда, Кристина, еще раз тебя спрашиваю, даешь ли ты разрешение на запись нашей сессии и публикации ее в открытом доступе у меня в соцсетях? Да, я даю разрешение и согласна на публикацию. Кристин, и ты помнишь, что в конце сессии я обязательно спрошу тебя еще раз, и если ты передумаешь, ты просто скажешь, что нет, я не хочу публикации этой сессии, она не будет опубликована. Да, да, это я помню. Отлично. Кристин, что хочешь сегодня как результат нашей работы? Ой, у меня вообще на самом деле очень много, много разных мыслей. Мгм. Я бы хотела, наверное, посмотреть на всю ситуацию как-то с другой стороны. Наверное, результатом нашей работы было бы просто еще, еще один вид. Вот как-то так. Выйти как бы за рамки и посмотреть на это по-другому, на все, что происходит. Ага. Кристин, а расскажи, пожалуйста, что будет маркером того, что ты вышла за рамки и получила вот этот еще один вид и смотришь с Но другой это, стороны? но это будет не похоже на те мои мысли, которые были прежде. То есть это будет не то, что я до этого думала. То есть это будут новые мысли. Новые мысли и новый взгляд. Как бы основной маркер, что это будет что-то новое. А как ты поймешь, что это новое, Кристин? Ну, наверное, сказать, потому что у меня сейчас есть определенное видение. Ну, потому что у меня сейчас есть уже определенное видение, а это будет другое видение. Вот и все, так я и пойму. В общем, я просто хочу переработать свое видение и посмотреть на это с другой стороны. У меня уже есть некоторые идеи, некоторые мысли по этому поводу. Мгм. Вот. В целом вот так, если отвечать только на этот вопрос. Мгм. А расскажи, пожалуйста, о чем вообще, вот если сузить с мысли стороны, другой стороны, новые мысли, о чем эта история? Мне кажется, это история о том, что я м, придумываю себе какие-то вещи и вешаю какие-то ярлыки. И что по факту все не так. Мгм. Это вот об этом. И что я выдвигаю свои гипотезы, основываясь не на своих каких-то ощущениях, возможно, или чувствах. Хотя, может быть, я как бы на них основываюсь, нахожу якобы подтверждение, и мне кажется, что это подтверждение. А по факту я просто натягиваю себя на эту гипотезу. А я хочу наоборот, я хочу из себя вытащить и уже понять, что это такое. А у меня получается все, что знаю, на то себе и натягиваю. Не совсем это как бы корректно. Мне кажется, все мои предположения о себе, которые у меня были ранее, они, они неверны. Потому что я увидела некоторые другие аспекты, которые как бы противоречат друг другу, и я поняла, что, по-моему, я вообще иду не в ту сторону. Кристин, слышу прямо здесь много разных запросов, и как посмотреть с Мгм. другой стороны, и кого на что натягивать себя, на гипотезу, гипотезу на себя. А, Мгм. на чем тебе важно сфокусироваться? В какую сторону Ну, там смотреть? на потребности. У нас в прошлой сессии было вопрос о потребности Кристин, прости, пожалуйста, пропадаешь. фокусироваться именно на потребности, умение и прочие вещи. Алло, Да-да-да, я ладно. прошу прощения, Почему-то пропал, подвисает видео. да, пропал звук, и ты начала говорить, что в прошлой сессии мы коснулись потребностей, и пропал звук. Повтори, пожалуйста. В прошлой сессии мы коснулись потребностей, и потребность была в безопасности, как мы накопали. Вот, я думаю, что, в
плясать мы будем именно от потребностей, Мгм. потому что на нее это как зерно, из которого все остальное произрастает. Вот, поэтому основной, наверное, запрос — это посмотреть на всю ситуацию с другой стороны, с точки зрения моей потребности, именно вот реализации потребности. Потому что мне кажется, что я просто придумала что-то. Вот, знаешь, такое ощущение было, как будто все это какой-то фейк. И мне после сессии, наверное, на следующий день я написала заметку, что у меня ощущение, что я веду себя как жертва, что это просто какая-то моя такая игра, поиграть в жертву. Просто она очень изощренная. Такая: я раскопаюсь в этом во всем, но я найду, но я жертва. Ну, в общем, мне стало чуть-чуть противно, потому что я как-то по кругу хожу в одном и том же и как бы увидела ситуации, которые просто противоречат моей гипотезе. Вот. Это как бы все и разрушило вот этот стеклянный замок. Мгм. Кристин, тогда расскажи мне немножко про ситуацию, про контекст ситуации, которая разрушила А контекст, стеклянный замок. контекст ситуации такой. ам, Я считала, что я в своей жизни создаю специально ситуации, в которых я чувствую себя небезопасно, чтобы, чтобы прийти к стабильности. Как на прошлой сессии говорили. Мне кажется, да, ну, как бы мы так заявили, мы так предположили, это вот такая вот была моя гипотеза, и я попыталась себя на нее натянуть. Но потом поняла, что что-то тут не так. А, как бы я, конечно, ориентируюсь на то, что мы все создаем сами, окружающий мир — это продукт деятельности нашей психики, это понятно. Но что-то тут не так. Вот как бы такой контекст. А сейчас, в данный момент, наверное, для меня будет, маркером, что всё достигнут в конце сессии, что я смогу вот эти вот свои внутренние, такие намётки, такие зарисовки, которые у меня созрели за всё это время, пока я там думала, размышляла, как-то вытянуть в какую-то более, правдивую, более истинную гипотезу, которая которую я возьму за основу и буду уже на этом двигаться дальше. Вот. Вот, наверное, так. То есть вот это та самая новая гипотеза с новыми мыслями и с новым пониманием. Кристин, правильно ли я слышу, что вот эти наметки, зарисовки, новое понимание, речь идет о тебе, о том, какая ты на Да, самом деле? да, да, да. Мгм. Что даст тебе это понимание, новое понимание, искомое? Чуть-чуть Кристин, потеряла тебя. повтори, пожалуйста. Алло, Да, Кристин, потеряла тебя, связь алло. прервалась. Да, что-то со связью. Сейчас я посмотрю. Но у меня вроде бы Wi-Fi, все должно быть хорошо. Да, у меня вроде бы тоже, ну, как есть. Ты не услышала, вопрос Хорошо. или на чем мы Нет, прервались? не услышала вопрос. Ага, скажи, пожалуйста, вот какая мы разбираемся, какая ты на самом деле. С этим запросом важно разобраться. Но да, да, Что даст тебе это откопать. новое знание, новый взгляд на саму себя? Знаешь, наверное, принятие себя и от этого комфорт. Комфортно будет находиться самой собой. Какую такую, своеобразную стабильность, я бы это так назвала, то есть внутреннюю опору. Мгм. Это как, знакомство с самой собой. Когда ты себя лучше знаешь, тебе с самой собой больше комфортно.
и ты знаешь о том, как с этим Кристина? справляться. Кристина? Алло, Ага. да, тут. Да, вот, жесть какая у нас сегодня со связью. Сейчас нормально слышно? Да, я могу попробовать от Wi-Fi. Что можешь попробовать? Отключиться от Wi-Fi, так. Давай попробуем. Нам терять совершенно нечего. Ну вот я теперь тебя не вижу. А знаешь, я могу сейчас Странно. попробовать иногда, вот это помогает. Сейчас. Вот, вижу. Вот так лучше, значительно. Отлично, отлично. А, скажи, пожалуйста, вот ты сказала про знакомство с самой собой. А, это глобальный запрос. И он явно не на 45 минут, и даже не на час. Что тогда было бы хорошим результатом? Ну, я думаю, что было бы хорошим результатом разобрать потребность безопасности, потому что потребностей там много у меня, а вот потребность безопасности, мы ее как бы выкопали, и я думаю, что вокруг нее можно было бы а, поузнавать побольше. На ней очень много что завязано. Мгм. В контексте этой потребности про безопасность, что важно именно посмотреть? Посмотреть мою, наверное, зависимость от каких-то обстоятельств. То есть где вот эти точки фиксации, на чем я плаваю, и почему я именно на них фиксируюсь. То есть вот откопать это и, возможно, понять, где как я могу по-другому реализовывать эту потребность. Либо как мне посмотреть на ту ситуацию, то есть поменять отношение к ситуации, которые происходят, так, чтобы чувствовать, то есть удовлетворять эту потребность, но не влезать в то, во что я влезаю обычно. Правильно я понимаю, что речь идет про то, о чем мы говорили на прошлой сессии, что любовь, боль и вот эти ситуации, которые ты создаешь, когда мы искали мышей в банке, М. хотели их ловить, это об этом или сейчас все-таки другой контекст? Знаешь, мне кажется, что на эту ситуацию нужно еще разочек мне разобрать, потому что мне кажется, я что-то там придумала. Мгм. Ощущение, что я выдумала что-то. Мгм. Опять-таки, строя гипотезы, сам себе такой психотерапевт или кто я там. Мгм. Поэтому мне кажется, там все-таки что-то другое. Мгм. Либо что-то похожее, но не вот все в точности, да, тут истина. Мгм. Мне кажется, все-таки я больше не про любовь равно боль. Мгм. Нет. Наверное, больше у меня какие-то созависимости, такие впадания в зависимость. Возможно, это что-то связано, ам, как же, зависимости. Давай сначала так это обозначим. Это прям зависимость, потому что когда от меня кого-то отдирают, я ощущаю вот эту вот потребность. То есть я, по сути, ее реализую через другого человека. И мы говорим про зависимость от другого человека. Я думаю, да, потому что когда у меня стабильно, я чувствую безопасность. Вот. Мне кажется, здесь что-то связано с зависимостью, потому что сегодня утром я себя поймала на мысли после пробуждения. Это такая слегка уловимая, я бы это так назвала, то есть мое подсознание мне как бы дало, это было так трудно уловить, но мне кажется, я поймала, что я пытаюсь в тот момент, когда я ощутила, что я снова не в безопасности, когда я ощутила, что
человек, с которым я чувствовала, с которым я реализовывала потребность в безопасности, больше не готов быть именно той самой, ну, вот этим вот человеком. Я поняла, что как бы человек, ну, как бы вот эта вот мысль, что тебя могут не любить или тебя могут разлюбить, это вот что-то из детства очень схожее. И я ощутила, что я снова не в безопасности, и у меня появился такой своеобразный, ну, я это назову невроз, не знаю, как это правильно или неправильно. Мне нужно срочно что-то делать. Мне нужно срочно как-то цепляться, мне нужно срочно что-то придумывать. У меня вот эти вот внутренние порывы, я срочно захотела замуж, я срочно захотела детей, я срочно захотела вот это все прям, вот это вот. И я себя поймала на мысли: Кристин, подожди, еще полгода назад у тебя не было таких мыслей. Ты чувствовала, что все идет как надо, все идет гармонично, тебе не хотелось торопиться, а тут вдруг не захотелось торопиться. И я поняла, что это полностью все некорректно, неправильно, что вот эта моя потребность быстрее-быстрее — это как, а, я поняла, что это зависимость. Такая своеобразная зависимость, просто вцепиться, потому что это начинает, этого больше нет. Вот. Ну, правильно ли я слышу, что речь идет о том, что твое чувство безопасности находится в другом человеке? И когда другой человек хочет уйти, он уходит вместе с твоим чувством безопасности. Правильно я улавливаю мысль? Да, да, во многих моментах это именно то самое чувство. Даже, а, даже работа, мне кажется, не дает такое чувство безопасности, как близость с человеком. Близость непосредственно с партнером. Не думаю, что близость, с женщинами, у меня не особенно много было как бы женщин-подруг очень близких. У меня обычно, очень близкий контакт, ну, мог создаваться с мужчинами, потому что у меня есть потребность именно делать это с мужчинами, а не с женщинами. То есть у меня, в принципе, если так посмотреть на мое прошлое, в детстве с женщинами у меня были хорошие контакты. Даже там не с мамой, пускай у меня был близкий контакт, там была женщина, с которой был близкий контакт. И мне этого хватило для того, чтобы как-то вырастить эту потребность в себе, как-то ее закрывать, и, возможно, какие-то механизмы. А вот с отцом у меня возникла такая потребность в том, что не было близости. То есть меня любили, потом перестали любить, и я потеряла эту безопасность. И вот, как бы мне кажется, это так получилось, что у меня именно потребность искать близкие взаимоотношения именно с мужчиной, потому что я чувствую там безопасность. Точнее, когда их нет, я чувствую небезопасность, потому что у меня как бы этого нет. Вот я как раз хотела спросить, а расскажи, пожалуйста, а что для тебя опасность? А, Ну, есть традиционные смыслы Нет, вот опасности. только Это твои. когда, Вот не мат-часть, не теория, а именно для тебя. Что такое опасность? мне кажется, что же это такое? Может быть, это связано с чувством, чувство отверженности. Вот это опасность, что меня не примут, что я не смогу реализоваться, что я маленькая, что я что я ничто. Вот. Вот это опасность, что я незначительная. Мне кажется, вот, именно здесь какая-то опасность. Потому что я не могу в таком случае найти себя в этом мире, не могу найти место. То есть я чувствую, что мне нет места. Кристина, а что чувствуешь, когда проговариваешь: "Я маленькая, я ничто, я незначительная, мне нет места"? Ну, вот напрямую прям чувствую, что это именно это именно вот равно другая сторона — это безопасность. И вот не знаю, мне кажется, что я чувствую, что это истина, и чувствую, что, ну, как бы я так ощущаю, что меня это преследует.
я, конечно, внутренне... Знаешь, тут такая, мне кажется, внутренняя борьба, потому что это очень глубоко вытесненное чувство, а, потому что я-то не маленькая, я-то себя пытаюсь убедить в том, что я большая, что я... Ну, как бы это два конца одного края. С одной стороны, глубоко вытеснен... Ну, короче, я вытеснила, Мгм. что я маленькая, а с другой стороны, я максимально пытаюсь себя заставить поверить в то, что я глобальная, что я масштабная, что я сильная. Пытаюсь искать этому подтверждение. Вот, и это такой вот такие своеобразные качели. Ам, Мне кажется, что в глубине души, ну, в глубине, там, внутри подсознания, я думаю, что я все-таки маленькая, потому что в те моменты, когда мне небезопасно, а, я могу бесконечно себе повторять, что мне нечего бояться, но я-то маленькая. Внутренне я-то понимаю, что это, ну, что я маленькая, что ощущение, что я не справлюсь, типа такого. Поэтому для меня, наверное, когда человек уходит, это очень опасно, потому что я, наверное, не справлюсь. Вот, видишь? Мгм. Мгм. Вот это похоже на правду. И что хочешь с этим делать, Кристина? Ну, блин, ну с этим, конечно, надо работать, потому что, потому что это, ну, не совсем так. Если, даже если так смотреть, даже если я считаю внутренне, что я совсем маленькая, что я не справлюсь, но в своем жизненном опыте я находила достаточно много подтверждений того, что я справляюсь и достаточно хорошо. И мне кажется, что здесь, возможно, нужно понять, каким образом мне реализовывать вот эту потребность безопасности не через... а, Да вот тут тоже один такой момент. Может быть, я некорректно просто смотрю на понимание близости. Может, у меня какое-то искажение в плане, что такое близость вообще. Может, по природе, по факту, вот, здоровая близость, она немножечко по-другому выглядит, не так, как у меня, не так, как я себе представляю. Поэтому я себе какой-то мультик придумала и пытаюсь реализовать этот сценарий. Мне кажется, меня нужно дорастить, потому что то состояние, когда я испытала вот эту вот тревожность, что я маленькая, я действительно была маленькая, и я действительно была беспомощная. А сейчас-то я не маленькая, я уже большая девочка, но внутри ну, в этой, давай так назовем это, ситуации, я еще маленький ребенок, и меня нужно дорастить, как бы вырастить эту девочку, чтобы я стала уже зрелой, здоровой личностью. И здесь, наверное, возможно, так как это ребенок, может быть, здесь что-то в роли связано, так как я ребенок, нужно применить какую-то другую роль, взять, у меня же много разных ролей внутри, проявить именно родительскую роль, не искать это вовне, защиту, безопасность, а дать это как-то себе, со стороны родительской роли. Вот просто у меня недостаточно, наверное, знаний по этому поводу, чтобы вот прям вот сейчас сказать, что мне нужно сделать. Но, возможно, я предполагаю, это именно так. Стать самой себе родителем и как бы вести себя, взращивать. Кристина, а Вот как как-то чувствуешь? так. А что хочет вот эта маленькая девочка, которая незначительная, которой нет места, которая считает, М, что она ничто? Чего ей не Знаешь, хватает? мне кажется, она, ну, м, ей не хватает непосредственной любви. Ам, Любви и того, что она как бы, ну, я думаю, что словом любовь можно и описать слово, что она нужна, что ам, она незаменима. Вот я бы так сказала. Что вот она одна такая, и если она нужна, она нужна. Вот, любовь. Думаю, этой девочке не хватает именно этого. Кристина, а как? И, Прости, 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 и, прости. и, ну, и я тут хотела просто добавить, мне кажется,
может быть, это не по теме, но вот эта девочка, я просто заходила как-то с другой стороны, мы с тобой заходили, со стороны того, что я наказываю своего отца. А, Эта девочка из-за отсутствия любви, она пытается, ну, как бы то, что ей не хватает любви, она пытается доказать. Доказать, что она достойна любви, и за счет этого она наказывает. Вот, типа такого. Я думаю, это так. Истины могу предположить, поправь меня, если вообще не в ту сторону, если не резонирует, если я какую-то вот совсем не то говорю, что именно вот эта девочка, которая наказывает, которая считает себя маленькой и незначительной, что именно она выстраивает отношения с твоими мужчинами или с твоим мужчиной. Да, да, да. Именно она выстраивает. Потому что я действую не с позиции, как бы я пытаюсь действовать с позиции взрослой девушки, взрослой женщины, давай так скажем, здоровой личности. Но в каких-то моментах, когда возникают вопросы о критике, конфликтах, действиях, когда я как бы недополучаю любовь, здесь не как бы здесь маленькая девочка, и рядом с ней становится такая взрослая женщина и говорит: "Тихо, подожди, это неправильно, вот ты свои чувства засунь обратно, маленькая девочка, это некорректно. Сейчас взрослая тетя, вот как она прочитала, как она научилась, она сейчас все разрулит". Но внутри вот эта маленькая девочка, и она иногда прям, вот прям не дает покоя. То есть вот какое-то такое сильное разделение я чувствую. Что по факту-то, как бы там взрослая тетя не разрулила, а мне не хватает, я не могу реализовать это. А как можешь долюбить сама маленькую девочку без внешних источников? Ах, Здесь, наверное, все упирается только в, внутренние какие-то шаги, какие-то внутренние достижения, внутренние и внешние, то есть которые уже будут подтверждаться внешне. Может быть, только таким образом, через, хотя нет, это больше о самооценке. Возможно, мне просто нужно какое-то время пожить с осознанием того, что, ну, как бы с этой правдой. Вот я пока не знаю, как ее долюбить. Возможно, мне какое-то время просто нужно пожить с правдой о том, что вот есть девочка, которую недолюбили. И покрутить это как бы в голове. Ага. Кристина, еще вот хочу спросить. Ты сказала, что рядом с девочкой иногда встает такая злобная женщина, которая дает указания и, в общем, командует парадом. А есть ли там любящая женщина, любящая маленьких девочек женщина, которая может ее обнять, взять на ручки, поцеловать, сказать ей что-нибудь ласковое, там сказку, может быть, на ночь рассказать? Ну, в принципе, эта женщина может это сделать, потому что она, знаешь, вот здесь такой очень интересный момент, очень интересный. Мне кажется, что эта женщина, она очень похожа на мою мать. Но не в том плане, что у нее здравый смысл есть, а в том, что она как бы делает, она же, в принципе, делает хорошо для девочки. Она говорит: "Постой в сторонке, я сейчас все разрулю". Но она холодная к этой девочке. Она такая, ну, отстраненная. То есть, может быть, она ее и любит, но она холодная. Вот ты говоришь, почему она не может сделать? А вот она может, но почему-то не делает. То есть, в принципе, это возможно. Ну, просто почему-то она этого не делает. Мне кажется, здесь по большей части это вот как, как мать, как моя мама внутри. Потому что она у меня достаточно такая ну, скованная в этих чувствах, проявлении. Насколько ты можешь быть теплой и открытой в проявлениях эмоций? Знаешь, мне кажется, что я с мужчинами очень открыта в проявлениях эмоций. Хотя, кто его знает, может быть, я действительно, правда это или это такая, м,
типа потребности, что ли, я специально открытая, чтобы как бы, чтобы возникала близость. Может быть, это такая вот схема, чтобы чувствовать близость. Может быть, я и не открытая, кто его знает, может, просто такой механизм у меня работает. А с женщинами нет. Мне иногда порой даже вот то, что маму сложно обнять, то, что ну, как бы я могу ее обнять, у нас хорошие отношения, но это так странно для меня. То есть это странно. То же самое, как и обнять отца. Ну, с отцом у меня достаточно другие отношения, но вот даже с матерью, с человеком, с которым я вот близко общаюсь, делюсь какой-то информацией, вот все-таки есть расстояние. То есть мне кажется, что, наверное, все-таки больше зажатая, хотя не хочу казаться другой. А так эмоции, у меня очень сильная эмоциональность. Может быть, это еще как бы создает такой очень сильный дисбаланс, что я сильно зажатая, но у меня сильные эмоции. То есть это прям такой коктейльчик. Мгм. Может быть так. Потому что в те моменты, когда я чувствую себя небезопасно, мне страшно, я чувствую себя маленькой, наверное, я сжимаюсь. Я сжимаюсь и затормаживаю. Ну, то есть я останавливаюсь. Я как будто умираю. Ну, такое состояние. Ну, беги, нападай, либо замри. Вот я замираю. Мгм. Мгм. Опять хотела бы все-таки вернуться к девочке. Беспокоит меня сильно ее судьба. Я понимаю, что вот ты сказала, что нету у тебя опыта близости там, с мамой, близости душевной с папой. Могла бы ты представить или, я не знаю, там, сфантазировать, почувствовать, как это могло бы быть в идеале, и стать для этой маленькой девочкой самой лучшей на свете мамой и самым лучшим на свете папой, и выразить ей всю любовь мамы и папы, и помочь ей вырасти. Вот как ты чувствуешь эту историю? Потому что мы не можем изменить прошлое, мы не можем изменить родителей. Да, Это уже так есть. у меня, знаешь, такая мысль сейчас пришла в голову. Ам, просто мысль. Я даже не о том, что менять это все. А если я вот сейчас представила, как если бы была там такая вот близость с матерью, если бы была такая близость с отцом, и у меня сразу мысль в голове, что, а, тогда бы моя жизнь была все бы пошло совершенно по-другому. И это такой момент. И что я бы не проходила весь этот опыт, потому что он бы мне был не нужен. Вот что-то на типа этого. То есть все бы было совершенно по-другому. А вырастить эту девочку, ну, в принципе, я примерно предполагаю, что это должно быть. Какие это должны быть взаимоотношения? Потому что у нас же есть внутренний мужчина и внутренняя женщина. Вот, и какой должна быть эта внутренняя женщина, и каким должен быть этот внутренний мужчина на вот этом вот представлении, как ты представила, предложила мне представить. И, в принципе, да, только вот у меня такой внутренний вопрос, как это должно проявляться в действии. То есть я задаю себе вопрос, ну да, вот я вот их могу себе представить, вот они как бы есть, но как они действуют по отношению ко мне, внутри-то они могут правильно действовать, там как-то там взаимоотношаться между собой. А как это выглядит физически в действии, и нужно ли вообще это придумывать себе, как это физически будет проявляться, или это не нужно, или этого не достаточно просто каких-то визуальных внутренних концепций, вот этих вот построений. Это вот прям тоже вопрос сразу. Поправь меня, если не в ту сторону, Кристин, но мне кажется, что ты пытаешься больше все перевести в язык логики, четкой последовательности. Кому, когда, куда подойти, кому что сказать, на какое колено посадить девочку, как должна быть одета девочка. А Ну, типа для того, да. меня это
больше совсем про другое. И вообще не важно, в какой последовательности и кто что будет делать, а важно то, что они хотят ей выразить и додать то, чего у нее никогда не было. И кроме тебя никто в целом мире, в целой вселенной не может ей это додать. И никто, кроме тебя самой, не может ее дорастить. Это да. И вот это да, это истина. И что ты хочешь делать с этой историей? Ну, здесь же все в принципе очевидно. Как бы они уже есть. Есть девочка, есть родители. Надо просто какое-то время просто побыть, в этой семье, я бы это так назвала, Мгм. и просто послушать, что хочет девочка. Быть, попробовать разрешить ей говорить, и если что-то происходит, просто как бы объяснять, почему, что делает там, допустим, мама, зачем он это делает, и для чего он там делает папа что-то. Вот, ну как-то так. О чем И я засмеялась? думаю, что, ну, что делает папа, ну, так странно, потому что, если честно, пока не знаю, что в этой всей ситуации делает мой папа внутренне. Он просто есть, и всё. Может быть, Может быть, этого он ее достаточно. обнимает, может быть, он говорит, что она самая красивая в мире девочка, может быть, он говорит ей, что я всегда буду рядом с тобой. У них миллион, может быть, занятий на двоих. Ну да, да. Ну, я вот просто представила, что папа просто есть. Может быть, этого, в принципе, и достаточно. Потому что если он есть, то это уже показывает, что он тут, он тебя любит, и он тебя никогда не оставит. То есть, наверное, все таки вот его просто присутствие, оно уже как бы дает вот эту всю такую базовую палитру этих ощущений. Думаю, так. Кристина, а вот если просто пофантазировать, что вот девочка получила всю необходимую любовь от условной мамы, от условного папы, что она Мгм. выросла. Что тогда происходит с безопасностью? Мне кажется, что в этом случае, мои слова о том, что мне нечего бояться, они больше правдивы становятся. Ну, как бы такое, внешнее начинает соответствовать внутреннему. Я бы это так назвала. А если нету вот этого диссонанса, то на этом фоне появляется больше много энергии. Высвобождается много энергии, которая была направлена на то, чтобы поддерживать этот дисбаланс. И, возможно, я становлюсь более наполненной, и мне кажется, что в такой ситуации я смогу, как бы это так не звучало, может быть, банально, но, возможно, в моей ситуации, когда девочка не доросла, я, возможно, не способна полноценно любить. А в ситуации, где девочка доросла, возможно, я способна на полноценную любовь. И здесь как бы все, ну, все в корне меняется. Потому что если я способна на полноценную любовь, я способна отдавать. То есть мне не нужно ничего взамен. И это немножечко другие состояния. Мне кажется, это очень сильные ресурсные состояния. Эти ресурсные состояния, они мне сейчас доступны, когда закрывается моя потребность. Мне кажется, оно близко к этим ресурсным состояниям. То есть это примерно в той стезе. Но когда ты понимаешь, что твой ресурс, твоя безопасность, она зависит не от кого-то, а от тебя лично, то ты становишься, по сути, неуязвим. Ну вот, наверное, это вот об этом.
Мгм. И что тогда происходит с опасностью? Мне Есть ли кажется, ее она больше вообще? нет. Да. Мне кажется, ее нет. А что есть? Что меняется вот из этого ресурсного состояния, о котором ты говоришь? Знаешь, мне кажется, просто навсегда закрывается потребность в безопасности. Она просто закрывается. В внутренней такой, давайте скажем, ментальной безопасности она закрывается. Мне кажется, в таком случае я могу взять ответственность за что-то более значимое. М, Проект, команда людей. Да то же самое может быть, там, материнство, возможно, и так. Потому что когда дети рожают детей, это немножечко странные вещи. Но обычно так бывает. Но это такое больше осознанное, осмысленное, чувство, когда ты можешь взять ответственность. Когда ты чувствуешь, что ты крепко стоишь на ногах, что ты значительный. Вот я бы это так назвала. И от этого идет уже дальше рост. Я бы так сказала, личностный и, рост масштаба. Потому что сейчас, в данный момент, как бы я ни пыталась расти масштабно, это получается, что я внешне расту масштабно, а внутренне я все та же самая маленькая девочка. И в это, чтобы нивелировать вот эту вот разницу, уходит очень много энергии. И эта энергия должна расходоваться в созидание, в реализацию, в дальше расширение, а она просто схлопывается на этом. И я как бы ее в свои вот эти вот внутренние, давай их назовем, воронки, может быть, просто загоняю, и она просто и ушла. Мне кажется, это такой фак Богу, типа того. Он мне такой: "Давай, давай энергию, давай на развитие, Кристина, давай". А я такая: "Нетушки". Ну, это серьезные вещи, потому что мне кажется, что это может сказываться и на здоровье, это могут возникать зажимы, это психосоматика, это проблемы со здоровьем. Ну, если дальше идти, то дальше только хуже, если не делать этого всего. Я думаю, в этом дело. Ну, прям мне прям нравится эффект от сегодняшней сессии. Прям как Хотела кундалини пошло. хотела уточнить, вот потому что мне прям очень резонируют твои слова про ответственность. А, вот для меня, опять-таки, поправь, если вообще не в ту сторону и вообще тебя не касается, никак не резонирует, что это о том, что ты в первую очередь осознанно берешь сама ответственность на себя за свою жизнь. И ты не ищешь больше никаких внешних подпорок, которые бы тебе что-то там обеспечивали. Безопасность или какую-то вот твою значимость, потому что оно все в тебе ресурсное, вот в ту, которую ты описала, когда вырастает девочка. Правильно я тебя услышала? Или здесь что-то есть еще? Как это для Да, тебя? правильно. Мне кажется, правильно. Это как, когда ты путешествуешь со всем необходимым багажом, и тебе не Я нужно свое ношу ничего. с собой. Да, то есть у тебя есть одежда, помыться, почистить зубы, все на свете, деньги, билеты, все у тебя на руках. Вот оно все с тобой, и ты уверен, тебе больше ничего не надо. Ты спокоен, абсолютно спокоен, как удав. Да, я думаю, что это вот об этом. И ты берешь ответственность не потому, что тебе кто-то сказал, нужно взять ответственность, или потому что тебя вынудила жизнь взять ответственность и идти пахать на завод, а потому что ты действительно чувствуешь, что ты способен взять эту ответственность, у тебя есть ресурс на нее, у тебя есть энергия, и у тебя есть потребность в том, чтобы ее взять. То есть вот это на самом деле очень новое состояние, это у меня никогда не было таких мыслей, я никогда об этом не думала. Это просто вот так в процессе разговора возникло, и это прям очень крутая вещь. Это прям очень сильно. Тогда не могу не спросить тебя, не то ли это, о чем ты говорила в начале, что тебе нужен взгляд с другой стороны,
выйти за рамки, посмотреть с другой стороны на ситуацию. Вот какие-то новые мысли. Вот это Мгм. об этом? Это вот об этом же, потому что в моей голове не было никогда, никогда я не читала нигде про такую гипотезу, про ответственность, про какую-то этого всего не было. То есть я бы до этого сама, ну, как бы мозгами не дошла, что вот эта вот цепочка закрывает и что она мне дает. Поэтому да, это непосредственно новый взгляд, и это прям, как говорится, true. Это прям правда самая настоящая. Потому что меня прям немножечко так пробрало в те моменты, когда мы говорили про и маму, и папу, и про то, какая там девочка и прочее. Да, прям вот. Кристина, а что нового узнала о себе за это время? Сейчас скажу. Знаешь, как бы там не было, как бы я себя не называла там маленькой, но я почувствовала такую вещь, что если у меня все это есть, м, вот эта вот безопасность, и мама, и папа, которые любят меня так, как мне нужно, и присутствуют просто, то у меня не будет, ну, как бы у меня нет, не то, что даже не будет, у меня нет проблем с тем, что мне не будет хватать энергии, ресурса, на что-то там реализовать и прочее. У меня этого всего будет, ну, просто в избытке в таком, что я очень, ну, как бы я мощная, что мне просто достаточно, закрыть эту ситуацию, и я мощная. То есть я значительная, я сильная, я уверенная, я мощь. Вот как бы такая внутреннее как бы подтверждение, что все как бы не так, как, казалось мне в детстве. Вот это вот чувство, оно не истинное. Ну, вот как-то так. Мне очень резонирует прям до мурашек, Кристина, прямо вот когда ты говоришь, я мощь, я сильная, вот прямо Да, очень прям вообще резонирует, бомба. очень резонирует. Кристина, а скажи, пожалуйста, а вот с твоим большим запросом, который мы как бы имели в виду, но понимали, что это не на час история про знакомство с самой собой, насколько оно тебя продвигает? Ну вот, знаешь, мне кажется, потребность безопасности, она у меня базовая. Вот прям базовая, она в основном, мне кажется, самая незакрытая у меня, недорощенная ее там. Мгм. А, Когда у меня потребность безопасности закрыта, у меня достаточно ресурсов для того, чтобы просто развивать себя, развивать то, что внутри меня. Мне кажется, что это вот прям основное, самое главное, это как фундамент. И узнавать себя как бы не составит, там, ну ладно, давай так скажем, не составит труда в том плане, что, в принципе, затыков я основных таких и не вижу. То есть больше у меня ничего, у меня все есть. То есть такое, все есть в моих руках, больше ничего не нужно. Иди и делай. Это вот прям про ощущения. Как говорят, все, что вам нужно, у вас уже есть. Я вот постоянно это повторяю, а вот только сейчас я как бы прочувствовала это. Вот по ощущениям, что действительно оно есть. Вот, как-то так. Супер, Кристина. И что хочется делать из этого состояния? Когда ты мощь, когда ты прямо ух. Хочется есть такие моменты, петь, хочется петь. Ой, да, Это я я помню, сразу как ты скажу. шикарно поешь, да. Спасибо большое. Вот мне кажется, эта маленькая девочка, ей нужно заниматься этим, потому что это то, что она любит, то, что дает ей энергию. Что хочется? Хочется развивать себя дальше, хочется как бы делать себя лучше, максимально улучшать. Хочется просто масштабироваться, хочется расти, потому что, как я всегда говорила, всегда чувствовала, что мне нужно больше, мне нужно расширяться больше для того, чтобы реализовать себя по полной. В очень маленьком,
меня недостаточно, я не раскрываюсь в очень маленьком. Мне нужно больше, мне нужны большие пространства, мне нужно все такое объемное. И тогда я буду чувствовать себя комфортнее. Это и относится и к организациям, к командам, которые создаю, к проектам, ам, даже к тем трекам, которые записываю, там, к той музыке, которую слушаю. Хочется чего-то масштабного, чего-то великого. И вот нужно расти до этих пор, потому что именно там, когда я дойду до вот этих вот состояний, там будет максимальная концентрация как бы мощи. Мне кажется, это так. Вот, ну, степ-бай-степ, шаг за шагом. Вот хочется как бы идти дальше. Вот я чувствую, что вот это высвобождает очень много ресурса. Я думаю, что я даже сейчас не могу представить, насколько это сильный ресурс. Я вот как бы примерно предполагаю, но там, я думаю, бомба. Потому что очень много энергии идет на вот это сохранение баланса внутреннего. Прям вот эти качели, они очень сильно высасывают, очень сильно. Вот это к слову о том, как я пришла в первую сессию, я говорила, что меня туда-сюда, 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 и вот именно это сильно истощает. И это не заканчивалось никогда на протяжении там, уже почти 27 лет. То есть прям, ух, Супер. Супер. Как чувствуешь, можем ли заканчивать или что-то еще важно проговорить? Вот как тебе? м, так. Мне почему-то в голову пришла ситуация. Сейчас попытаюсь ее сказать. Так очень сумбурно. Я просто вспомнила про своего партнера и про ситуацию, которая произошла. И ну, я вообще считаю, что все как бы не просто так. Мы все, я это так называю, израненные целители. То есть мы своими ранами лечим других людей, делая какие-то уроки, создавая. И мне кажется, как бы эта ситуация, которая у меня случилась, она по большей части не про меня. Не то, что про меня, а я в ней, что я поняла такую вещь, я в ней проявилась так, как должна была проявиться. Я просто должна была быть собой в этой ситуации. И я себя недавно поймала на мысли, что а, знаешь, есть такая фраза, что человек хочет быть раскрыт. И вот есть такие личности, которые вот что-то делают и хотят, чтобы это раскрылось, чтобы о них узнали. И мне кажется, что так как человек достаточно консервативен в своих устремлениях, взглядах и прочем, мне хотелось, чтобы меня раскрыли. Потому что жить в этих консервативных рамках очень сложно, потому что там человек не может увидеть меня, а потому что я далеко не консервативна. То есть, грубо говоря, человек там не воспринимает, ну, это образно, если так говорить, там много разных нюансов. Человек там не воспринимает какой-то определенный вид религии или там все религии, а я вот там такая вот религиозная. И я могу очень долго сковываться, говорить, что там типа Бога нет, а сама внутренне верить, что Бог есть. И в один момент мне просто захочется, чтобы человек узнал эту шокирующую правду, что да, я верю в Бога. И он такой, на тебе. То есть вот это вот желание, чтобы тебя раскрыли, потому что то, что ты есть, это ты. Ты должен проявляться таким, какой ты есть, и ни под кого не подстраиваться. И вот я бы так сказала, почувствовала облегчение. Прям такое чувство, как, ну, вот теперь-то мы знаем, кто есть кто. Вот такое вот чувство, как будто это было больше нужно не мне, а ему. Потому что это было больше шокирующей правдой для него, а не для меня. Мне просто нужно было быть собой и настаивать на том, что я есть я, и я просто не смогу быть другим человеком. Типа того. Вот тоже такое внутреннее какое-то своеобразное принятие вот в этой ситуации. Почему я же сказала, что мне кажется, что это мультики, что я себе придумала, что я там что-то создаю себе, что я жертва, там, бла-бла-бла. Это просто о том, что произошла ситуация, в которой нужно было быть максимально открытым, честным и правдивым.
Для Вот меня это как-то тоже так. звучит как про то, что выражать себя, не играть какие-то роли, а быть честной в первую очередь с самой собой и это транслировать в мир. Да, да. Потому что я боялась, что меня не примут. Что меня не примут, и я потеряю безопасность. Девочка боялась. Девочка, да. Да, та самая девочка, она пыталась быть хорошей. Да. А суть в том, что я и не плохая. Никто не плохой. Все Абсолютно. очень просто. Просто нужно быть вот собой. Вот такая вот история. Хочется так закончить. Спасибо Такая большое, история. Кристин, за сессию. Мне прямо всегда очень комфортно с тобой. И спасибо тебе за честность и за глубину, и вообще просто. И я благодарю тебя прям просто бесценно. Это бесценно твое время, твое присутствие, твоя помощь. И я даю согласие на публикацию. Да, Вот. я уже забыла даже спросить. А я помню. Даю Спасибо. согласие на публикацию, так что я согласна. Спасибо огромное. Прям это прям взрыв. Спасибо, тогда я